Привет, Рик. Это была думалась. Йоко. Вот думала, я вегетарианец. Не думалась. Соня хвалит сюжет Каратер Фабрины Фест. Быть того, фест. Короче, что-то с рядом так течет кокей. Сегодня подослать побеждать когда погнали будете куда-то играть. Умеете всегда будете заходить позитивно время. Погнали. Так. Это вот как мы будем пальчик по. Привет. Это Дженнет. Извините, я взломала ролик, чтобы сказать, что мой блог Яндекс.Дзен находится в описании. Спасибо за внимание. Привет. Это я, Киёко. 5 минут на мое видео. Меня дома никто не ждет. Но сейчас я понимаю, что дом – это люди, с которыми я хочу быть рядом. Я хочу быть с тобой. А что, если я тоже этого хочу? Я смогу с этим справиться. Поцелуй оставим на потом. Это кастинг все-таки. У меня такая длинная история. Мне достаточно знать, что ты чувствуешь. Я не знаю, когда увижу тебя снова. Я тоже. Но плевать на это. Просто не забывай обо мне. Никогда. Господи, какая же это все хуйня. Какой в этом смысл? Это Сони. А теперь давай репетировать поцелуй. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И первый вопрос. Любите ли вы пиво? Ну понятно, что пиво любят все мужики, потому что это истинно мужицкий напиток. Он горький. Чтобы его нормально пить, нужно, естественно, заедать какими-нибудь солеными орешками или еще чем-нибудь. В результате на утро рожа опухшая, но тебе по кайфу. На следующий день ты снова идешь пить пиво, снова с теми же орешками и, естественно, с друганами, потому что этот процесс не остановить, тебе нравится этот напиток богов. Но некая американская компания решила расширить горизонты. Они вот подумали так, вот аудиторию мужиков мы уже охватили, а давайте охватим какую-нибудь новую, давайте надо сделать так, чтобы нас пили везде, в том числе желательно на гей-парадах. И производитель пива Bud Light решил сделать божественную интеграцию. На баночку с пивом они поместили лицо то ли девушки, то ли мужчины. Она не проходил никакую операцию по смене пола, он внезапно решил называть себя девочкой, а поскольку он популярный блогер, все с этим, естественно, согласились, и даже администрация президента США приняла его с радостью. Да, это такой известный в определенных кругах активист, который называет себя женщиной, покупает прокладки, даже, по-моему, он называл себя девочкой-подростком, что-то такое. Да, там весьма такой странненький персонаж, мягко говоря. И этот странненький персонаж ненадолго стал лицом пива Bud Light. И по идее это должно было помочь продажам. Но, к сожалению, сыграло ровно наоборот, потому что основная масса мужиков увидела, что теперь является лицом их любимого пива, и они перестали покупать это пиво. Торговые сети сообщили, что интерес к пиву Bud Light упал. Капитализация компании, которая производит это пиво, упала на $6 миллиардов. Потом немного отыграли. Естественно, со временем это все уляжется, но главное это не это. Главное это то, что рекламная кампания не попала в целевую аудиторию,
а наоборот вызвала максимальное раздражение целевой аудитории. К чему это я веду? А дело в том, что компания Sony, как мне кажется, в последнее время специально все делает для того, чтобы разозлить свою ключевую аудиторию. Ту самую аудиторию, которая покупает PlayStation, чтобы играть в зажигательные, крутые, красивые AAA игры от самой компании Sony. Ты, Виталик, здесь не совсем прав. Как мы видим по реакции компании Sony на сделку между Microsoft и Activision Blizzard, ключевая аудитория Sony играет в Call of Duty. А здесь мы говорим о фанатах эксклюзивов PlayStation. Таковых тоже немало. Ключевые эксклюзивы PlayStation, будь то там Spider-Man, например, или God of War Ragnarok, продаются десятками миллионов копий. Это очень и очень успешный продукт. Потому что в этих играх компания Sony решила тебе предоставить хороший геймплей и увлекательную историю, вместо того, чтобы пытаться определиться с гендерной ролью своего ключевого персонажа. Но в последнее время компания Sony решает поставить все точки над «и». Если вы видите, что в игре от компании Sony какая-то девушка становится главной героиней, скорее всего, 99,9% вероятности она окажется в итоге лесбиянкой. Не в первой части, так во второй. Не во второй, так в дополнении. Виталик, а вот этот 0,1%, он есть, и он очень важен. Я, если что, про Эбби. Отличная гетеросексуальная женщина, которая по мужикам. Ну, в принципе, она выглядит и, соответственно, Понимаешь, по мужикам. Если обычно мы рисуем образ, такого токсичного мужика, это такой вот богатырь волосатый, естественно, который женщину увидел, схватил за волосы и потащил в свою пещеру. Эбби — это вот этот богатырь наоборот. Она увидела мальчика, который ей понравился, схватила его за волосы и потащила в свою Вот пещеру. поэтому я хочу побриться на нос. Но прежде чем мы продолжим, поговорим немного на тему саморазвития. Очевидно, что нельзя закисать и нельзя просто плыть по течению. Каждый день нужно уделять немного времени себе, чтобы стать лучше. Особенно, если вы не утонули. О, боже мой. Понимаете, самых плюс вот здесь уверенно действуйте. Ссылочка, как всегда, в описании. Несложно заметить одну закономерность. У нас есть Элли, главная героиня дилогии «Одни из нас», уже сериал даже есть, она лесбиянка. Хорошо. У нас есть Ривет, вот эта вот мохнатая девочка из игры Ratchet & Clank Rift Apart. И казалось бы, Ratchet встретил девочку мохнатенькую, теперь они могут продолжить род ломбоксов, а она оказалась тоже лесбиянкой. Ну и, наконец, вышло дополнение Burning Shores для Horizon Forbidden West, где главная героиня Элой внезапно тоже оказалась лесбиянкой. Да, в финале этого дополнения отдельно отметим, что мы будем рассказывать сюжетные спойлеры дополнения Burning Shores для Horizon Forbidden West, он же Horizon Mass Effect 2. И да, в финале этого дополнения Элой может поцеловаться с девушкой. И да, я про это узнал из новостей. Ну и подумал, да что такого? Это типичная Sony. Единственное, что им грозит, это диски с этой игрой запретят вводить в Россию по параллельному импорту. Та-дам! Но потом я решил познакомиться с сюжетом и, о боже мой, как же я орал. Потому что сценаристка, которая решила прописать историю этого дополнения, она, по сути, решила вам вкратце рассказать историю Харви Вайнштейна. И, естественно, Элой, которая приходит и этому токсичному мужику, токсичному в прямом смысле, вы еще узнаете. Это изумительная подробность из этого сценария. Да, она его уничтожает для того, чтобы он больше не промывал мозги женщинам и не угнетал их, естественно. Главную сценаристку этого дополнения зовут Энни Китен. Раньше ее звали Ямашита, Энни Ямашита. Но поскольку в слове Ямашита есть неприятное для американцев слово, она решила, теперь меня зовут Китен, и это не слабо так поспособствовало ее карьерному росту. В 2019 году она устроилась на работу в Guerrilla Games, а в 2022 году она стала главной сценаристкой Guerrilla Games, которая писала историю для всего этого. Более того, она получает молодых сценаристов. Сама еще толком ничего писать не начала, но тем не менее, вот одна цитата мне понравилась. Потренируйтесь писать сцены с подтекстом, где действия персонажей и диалоги значат больше, чем то, что на поверхности. И я
изучая историю Burning Shores, о боже мой, какой подтекст в итоге я обнаружил. Да, история Харви Вайнштейна, история бедных и несчастных женщин, которых угнетают по полной программе, история о том, что надо просто верить. И если тебя любят, естественно, нужно откликнуться на это предложение вне зависимости от того, кто это сделал. Но главное, всегда, каждую секунду, каждую минуту своего приключения помнить, что мужики низменные, отвратительные, агрессивные, тупые твари. Именно про это у нас история дополнения Burning Shores. Итак, дополнение Burning Shores на этот раз доступно только пользователям PlayStation 5, несмотря на то, что оригинал продавался в том числе для PlayStation 4. Все пользователи PlayStation 4 к этому времени, я думаю, уже купили себе PlayStation 5 и проапгрейдили версию. Кстати, проапгрейдили бесплатно. Тут компания Sony, по крайней мере, не обманула. Но дополнение уже придется купить. И это дополнение сразу начинается с печального явления. Нам показывают Лэнса Реддика, актера, который недавно умер и который здесь играет Саленса, одного из персонажей, который кое-как пытается двигать сюжет. К счастью, в этом дополнении у него буквально раз, два, три реплики. 2 в начале, 1 в финале. Что делает Лэнс Реддик? Он просто говорит нашей дорогой Элой, что, понимаешь, в Голливуде есть Харви Вайнштейн, и он угнетает женщин. Нужно полететь с ним разобраться. И, кстати, он сидит в очень высокой башне. Попробуй-ка забраться на ее вершину. И Элой садится на птичку и летит в Голливуд. А там, Burning Shores, почему? А там вулкан, что-то там лава течет, джунгли плюс еще растут. Очень красивое место. К визуальной части этой игры не получается придираться от слова совсем. Но, тем не менее, как только она подлетает к берегам Голливуда, ее, естественно, сбивают. И она падает. И тут же встречает девушку из местного племени. Девушку сильную, независимую, которая одна хочет найти правду. Всем жителям деревни плевать, куда пропадают их соплеменники. А ей не плевать. И она в поисках, и она идет по следу. И она говорит: Элой, а давай вместе. А Элой говорит: а давай. Но Элой, естественно, не договаривает. И у них много таких диалогов формата: ты мне что-то не договариваешь. Ты мне, наверное, не до конца доверяешь. Да, откройся, пожалуйста. А Элой такая: нет. И да, в этом сюжете очень много таких сцен, когда персонажи задумчиво смотрят куда-то вдаль. Мол, они осмысливают какую-то глубокую мысль. Но поскольку глубины в этих персонажах нет, большей частью ты смотришь на тупых людей, которые где-то минуту пытаются понять, а что сказать дальше. Они вместе приходят в деревню. Деревней руководит Байден. То есть такой немощный старичок, который ничего толком не решает, но он глава деревни. И поэтому, пока он не сдохнет, нового главу деревни никто не выберет. Я не понял, а у него соперника нету с оранжевым лицом и желтыми волосами? Соперника, естественно. Я сделаю это племя снова вели. Соперников нет. Но при этом все остальные мужики в этом племени говорят: а, ты привела с собой дикарку, которая хочет нарушить устоявшийся порядок. Да что женщины вообще могут решать? В общем, девушки понимают, что делать им в этой деревне больше нечего, и идут к башне. И в процессе своего приключения они узнают страшное. Дело в том, что Харви Вайнштейн, здесь его зовут иначе, но по сути это перед нами Харви Вайнштейн, у нас магнат, который заседает в Голливуде, который похищает женщин, который заставляет этих женщин проходить кастинг. Я не шучу, они проходят кастинг, они репетируют роли, они потом читают текст перед ним, и та, которая читает текст лучше всех, заслуживает его внимания. Вы только подумайте. Но делает Харви Вайнштейн это не просто так. Он делает это с циничной целью. Он хочет улететь с Земли на ракете. Он хочет основать новую колонию. И именно поэтому он так избирательно подходит к женщинам. Он хочет забрать тех, которые его искренне любят. И, казалось бы, нормальная идея. Почему бы не дать ему совершить задуманное? А внезапно оказывается, что главное преступление этого Харви Вайнштейна заключается в том, что он женщинам промывает мозг. Он заставляет их любить его. Он хочет их увести с планеты Земля. Он хочет их спасти.
фактически против их воли. Надо его остановить. А что не так с планетой Землей? А дело в том, что скоро наступит апокалипсис. Дело в том, что главные злодеи Horizon Forbidden West, они на самом-то деле убегали от куда более страшного зла. Ну, вы знаете, как в Mass Effect 2. Да, как Mass Effect 2. И поэтому вот Элой их как бы всех победила, включая суперлесбиянку. Но мы узнаем, что побеждать даже нужно было не их, поскольку у них на хвосте сидели какие-то мега-супер-роботы, которые просто придут и сожрут всю планету Земля со всеми живыми обитателями. И осталось только дожидаться неминуемого конца. Что ты сделаешь против такой силищи при помощи лука и стрел? Да ничего. Естественно, Харви Вайнштейн, поскольку он остался один, всех его коллег убила Элой, он решил собрать вот эти вот остатки человечества, погрузить их в ракету и улететь, основать новую колонию, новое убежище для людей, для того, чтобы у человечества появился хоть какой-то шанс на спасение. И, казалось бы, цель благородная, точнее даже не благородная, рациональная. Человек хочет спасти человечество. Да, тупым, эгоистичным способом, но хочет спасти человечество. Да, так как он это видит, да, весьма глупо, но у него такой вот план. Элой хочет ему помешать не только из-за того, что он хочет затащить женщин против их воли, ну, с промытыми мозгами. Нет, дело в том, что он хочет взлететь на ракете, но у этой ракеты какое-то особо токсичное топливо, я не шучу, особо токсичное топливо, и в результате, после того, как он взлетит, этим токсичным облаком накроет не просто весь Голливуд, а всю Америку. Забыли еще прописать в сценарии про углеродный след, как мне кажется. Я не знаю, что там за особо токсичное топливо, где он его берет. Где он его берет, но надо его остановить. Он не только заберет лучших женщин, он, кроме этого, отравит и почву, и воздух, и это племя. Он уничтожит все. В процессе своего приключения Элой и ее новая подруга, Сейка, ее зовут Сейка, да всем плевать, в общем-то, они обнаруживают, что у этого товарища, по сути, секта. В этой секте работают другие мужики. Ну, те женщины, которые выбраковывают хозяин, ну, естественно, ими тоже можно, наверное, пользоваться. Мужики тоже готовятся, так сказать, к возвышению. Девушка, которая сопровождает Элой, она видит, что она потеряла все. И вот эта цитата: «Я потеряла сестру, я потеряла племя. Что мне теперь делать?» А Элой говорит: «Они часть тебя. Тебе надо сражаться, чтобы спасти их от них самих. Я тебе помогу». Но ведь что-то уничтожит наш мир, говорит Сейка. В конечном итоге Элой признается, что скоро Земле придет кирдык. Сейка, так сказать, высасывает из нее эту информацию. Да. На что Элой ей говорит: «Но ведь есть надежда». И вот я так думаю, вот на одной чаше весов у тебя призрачный шанс, что человечество где-то сохранится на удаленной планетке, спрятавшейся. С другой стороны, неминуемый кирдык, потому что роботы придут, все уничтожат, а у тебя против них лук и стрелы. В процессе приключений эти две девушки также обнаруживают искусственный интеллект Нова. И внезапно оказывается, что этот интеллект тысячелетиями прислуживал Харви Вайнштейну. И он угнетал этот искусственный интеллект. Он заставлял ее работать снова и снова, включаться, выключаться снова и снова, делать неприятные вещи, какие нам не говорят. И этот искусственный интеллект, естественно, озвученный женщиной. Этот искусственный интеллект просит у Элой: «Убей меня! Убей! Я больше не могу!» И Элой этот искусственный интеллект, естественно, убивает. А перепрограммировать искусственный... Ну, это же Да искусственный просто интеллект. освободить как-то. Или забрать с собой. У них же там комнатка, где куча этих искусственных интеллектов сидит. Она там Отнести найдет себе гея, пару. пусть гея промоет мозги этому искусственному интеллекту. Если женщина промывает мозги, это хорошо. Если мужчина промывает мозги женщине, это зло. И в финале начинается сумасшедшее противостояние. Харви Вайнштейн забирается в оплот токсичной мускулинности. Демонстрация мужского превосходства на максимальном уровне. Мега-робот с тентаклями и светящимся яйцом где-то снизу. В это светящееся яйцо надо бить. И Элой снова и снова по шарам, по шарам, по шарам. Естественно, она побеждает этого робота, забирается внутрь, добирается до Харви. И после того, как он теряет все силы, она оставляет его гореть заживо. И в финале, когда уже все позади, Элой и Сейка стоят на берегу океана, наверное, да, это ж Лос-Анджелес. Они смотрят куда-то вдаль,
И, наконец-то, да, происходит между ними проникновенный диалог, и можно выбрать, да, поцеловаться или просто уйти. Диалог не то что проникновенный, диалог бездарный, как, в общем-то, и сюжет написанный этой горе-сценаристкой. И у меня после того, как я увидел, по сути, возник единственный вопрос. Нет, два вопроса. Во-первых, как это допустили, кто это верифицировал, это же люди видели, ну вот этот сюжет. Ну здесь нельзя не прочитать то, что на самом деле сценаристка имела в виду. Злодей, который выбирает женщин, сидит в Голливуде, пользуется им, промывает их мозги, использует их по своему усмотрению. И у него есть ракета, плюс он токсичный, у него еще огромный робот с тентаклями. Хо-хо-хо-хо. Да, и нужно, естественно, лупить ему по яйцу, пока он не сдохнет, а потом главное, чтобы сгорел заживо, черт побери. Как это допустили? Ну хорошо, возможно, это... Ну, на пойду, это несколько как панкейк. И там босс дьявол. Я его убиваю в год. Она любит потом стелить по едем. Как я не. Я год убиваю больше людей. Да. Такая аллюзия. Мы ж не можем создавать игры, которые тебе рассказывают интересные истории. Эта история должна быть обязательно отражением нашего реального мира. Это нужно понимать. Как эта девушка, в принципе, так быстро дослужилась до роли главного сценариста? У нее опыта до этого-то толком не было. Да, Guerrilla Games, она работала в компании, которая разрабатывала Spellforce 3. И она помогала писать сюжет для дополнения, для Spellforce 3. И она попала в Guerrilla Games, одну из ведущих студий компании Sony. Ее быстро продвинули по карьерной лестнице. Почему? Я просто не понимаю. Кто-то должен же был принять это решение. А потом это вот сейчас теория заговора. 100%. Но дело в том, что Guerrilla Games очень круто шла вперед, потому что ее возглавлял Херман Хюльст. Но он пошел на повышение и возглавил PlayStation Worldwide Studios. Херман Хюльст — это человек, благодаря которому появилась серия Killzone, которая в итоге загнулась. А почему она загнулась? А потому что потом во главе, по сути, этой студии, не совсем во главе, но, скажем так, исполнительным продюсером этой студии, тот человек, который решает, кто чем будет заниматься, как распределяются бюджеты. Так вот, исполнительным продюсером всей студии Guerrilla Games стала Энджи Смец, некая. Вы про нее никогда не слышали, и, естественно, это имя вам ничего не скажет. Она всю жизнь работала в Guerrilla Games, более 20 лет. И после ухода Хермана Хюльста началось вот это. Она начала отвечать за ключевые бренды Guerrilla Games, и в том числе за создание игры про такую сильную, классную, дерзкую Элой с вот таким вот отбитым на всю голову сюжетом. В свое время я критиковал сюжет Horizon Forbidden West, потому что это крутая научная фантастика, на которую насадили вот этих современных калифорнийских хипстеров, которые разыгрывают сценки, которые должны тебя как-то трогать. Они не трогают, они тебя больше бесят. А сейчас, в дополнение, когда я вот это все посмотрел, я такой, да это уже просто конченый бред. И плюс к этому, в очередной раз, делать еще одну героиню ключевого бренда компании Sony лесбиянкой. Зачем? Ну это уже просто моветон, дурной тон. Ну нельзя так делать, что вы творите. Недавно мы обсуждали историю с Tomb Raider, когда Риана Пратчетт, которая писала сюжет для Tomb Raider 2013 года и Rise of the Tomb Raider, она сказала, что хотела сделать ее лесбиянкой. Мол, это репрезентация, это так смело. Если все, что вы можете сделать по развитию своего персонажа, это поменять ему гендер или переориентировать его, то грош вам цена как писателю. Элой, как протагонистка Horizon Forbidden West, она никакая, она никчемная, она капитан Марвел, капитан Бревно. Она приходит, она победительница, ее сразу все уважают, она решает все проблемы, мужики ни на что не способны. Естественно, она идет вперед и всех побеждает. Здесь они это возвели в абсолют. Все мужики ничтожные, тупые, конченые, агрессивные и самовлюбленные. У них есть какой-то план, какой бы это план ни был, даже если это план спасения человечества, надо его разрушить, потому что токсичная маскулинность должна быть повержена. В буквальном смысле токсичная маскулинность. В общем, да, очередное дополнение для игры от Sony показало нам, что главная героиня, ну, одна из главных героинь, она по девочкам. Такое было в Last of Us Left Behind. Кстати, такое странное
бесплатное дополнение, кое-как прикрученное к основной игре. И теперь такое происходит в дополнении Burning Shores. К слову, ранних обзоров Burning Shores не Это вот это. было. Они появились то ли в день релиза, то ли даже после уже релиза этого Да плевать, дополнения. что пресса по этому поводу может сказать. Они могут это как-то покритиковать, они могут что-то про это, в принципе, в негативном ключе написать. Нет, конечно же нет. Ну какая смелая сценаристка. А мне же безумно жаль, потому что в студии Guerrilla Games работают прекрасные технические специалисты, прекрасные художники, прекрасные оформители. Их движок великолепно масштабируется. Это нам показали, когда игру портировали на ПК. Кроме этого, здесь есть классные геймдизайнеры, которые придумывают кучу разных этих мехозавров со своими особенностями, которые продумали крутую боевую систему с ловушками, с луком, стрелами, которые, по сути, сделали превосходный клон Monster Hunter только с наикрутейшей графикой. Только им всем по какой-то причине мешают. Мешают сделать хорошего протагониста, написать хорошую историю, прописать историю своего мира они смогли. Подоплека научно-фантастическая Horizon Zero Dawn и Forbidden West великолепна. Мне она очень нравится. История о погибшем человечестве, погибшем и возродившемся. Возродившемся в очень странном мире, где царствуют машины. Тебе интересно, естественно, было бы про все это узнать. И ты узнавал про это в первой части, в Zero Dawn. Но в Forbidden West всю историю, по сути, решили превратить в социальное высказывание и добили при помощи дополнения Burning Shores. Не надо так делать. Но к кому я обращаюсь? Естественно, разработчикам эту мысль никто не донесет, а те люди, которые, вероятно, и хотели бы что-то изменить, не могут что-то решать, потому что во главе этой студии сейчас находится очень правильная, очень прогрессивная женщина, которая сама решает, кто тут главная сценаристка, а кто нет. Ну и, в принципе, сейчас, как нам показывает Sony, очень модные сюжеты, вот такие глубокие. С одной стороны, с попыткой исследовать какие-то интересные вещи. Ну вот в Last of Us мы исследовали тему мести, что это плохо, что это вот влияет таким образом на людей, как это меняется, как вообще нехорошо мстить, если любишь, отпусти, ну что-то такое. В Horizon Forbidden West мы исследовали, кстати, не помню, что мы там толком исследовали. Мы там исследовали... Аристократы против дикарей. Ну, мы там исследовали проблемы общества, ну, очень странно, со странными решениями, типа Элой уничтожает стену, чтобы одно племя, которое за этой стеной прячется, решило помочь другому племени и присоединиться. Потому что у него теперь не останется Да, выбора. потому что у них не Только останется. вместе мы можем выстоять. Ну, вот что-то такое, Поэтому да. я лишу вас защиты. Да, мы вместе, мы должны быть едины. Да, там проблемы единения и проблемы современной Калифорнии. В God of War тоже сюжет, на мой взгляд, та еще лютая духота с какой-то странной попыткой изучения темы отцов, детей, угнетения. Асгард — это вообще клуб угнетаемых Одином. Вот эта вот тема «Если любишь, отпусти», опять же, между Кратосом и Атреем, да елки-палки. Ты вот видишь, как разработчики с одной стороны пытаются в какие-то дебри уходить, но не очень удачно, а с другой стороны пытаются, да, натянуть современные проблемы на интересные вселенные, в которых эти современные проблемы как минимум не работают, как максимум выглядят глупо. Ну и да, конечно же, ведь очень важно сейчас это ориентация главного героя. С кем главный Без герой этого не спит? бывает. Без этого никуда. Иначе твиттерные активисты тебя задолбают. Расскажите, пожалуйста, с кем спит главный герой. Даже если это не оказывает ровным счетом никакого влияния на сюжет. Но если сейчас у нас в какой-то игре главная героиня девушка, да, она обязательно по девушкам. Другого варианта у нее нет. Где же еще любовь показана так пресно, скучно? Они поцеловались и все, и разошлись, судя по всему, навсегда. Даже не было... Блин, сценаристка, она хоть раз испытывала хоть какие-то эмоции, хоть кому-то. Поцелуйчиком, особенно наедине, все это не заканчивается. Я подозреваю даже у лесбиянок. Девчонки, напишите. Чем там, да. Чем вы там дальше Виталик, занимаетесь? тебе это самое видео образовательное скинуть. Не смотрел давно? В целом же, дорогие друзья, огромное спасибо за внимание. Нам нужно было как-то высказаться, потому что я не могу держать это в себе. Эта ситуация меня просто удручает.
И на этом у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание, огромное спасибо за ваши лайки, за подписки. Да, подписывайтесь на канал обязательно. Ну и кроме прочего, мы выражаем преомега-громаднейшую благодарность нашим спонсорам. Друзья, становитесь спонсорами через Бусти, через Спонсору или напрямую через ютубчик. Все ссылочки в описании. Ждем вас и пока. Ну что, Sony нарушает закон. Ай-яй-яй. Она всеми силами пытается пролезть в наши умы своими всякими злокозненными мыслями. А тут Роскомнадзор утвердил критерии ЛГБТ-пропаганды. Вот так вот. И теперь информация, вызывающая интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям, будет наказываться. Ну, если она распространяется через СМИ. Не дай бог там что-то проскользнет такое. Например, то, что одна из главных героинь ключевого эксклюзива Sony PlayStation стала... особенной девочкой. И еще одна ключевая героиня еще одного эксклюзива Sony PlayStation тоже такая же. И еще одна. Соня, остановись. Что ты творишь? Зачем? Почему? Я хочу это уже не смело. Это уже хочу тупо. Кроссовер Как с чем? со всеми этими персонажами. Зачем? Прикольно. Роскомнадзор запрещает тебе это У хотеть. нас девушкам И это этим прощают. интересоваться. В Беларуси? девушкам это прощают. Все нормально. Поэтому я хочу кроссовер, где все Миша, эти персонажи прощается сольются. все это с одним непременным условием. То, что смотря это, ты должен чувствовать свою вину, потому что это твоя недоработка. Это из-за тебя они стали такими. Это ты им не доказал, что твоя ракета заслуживает их внимания. Там не про ракету. На ней возвысится. На месте ее языка должен был быть мой. И все. Какая разница между вашими языками? Извините меня, Мой господи. умелее. Ты просто колешься. Вот поэтому тебя никто и не выбирает. Конечно. Вот так мы и поняли, почему в Беларуси женщины, по крайней мере, Элегантно. иногда предпочитают не Мишу, а другую партнершу. Элегантно щекочут, Виталий. Элегантно Пропуск щекочут. известно куда. Не зря ж это выражение, это существует. Вот, Это выражение придумали ради пресс-секретаря Владимира Владимировича Путина, мне кажется. И с тех пор он это форсит. Конечно, с пропуском, да. Поехали. Ладно, начинаем. Раз, два, три. Вот такая вот ты. С кем будешь? Прекрасно.